Это утро было необычным. Иван Анатольевич проснулся от того, что кто-то яростно колотил ему в дверь. Егерь встал, печалясь о том, что волки вновь не дали ему досмотреть сон. Ведь, скорее всего, они и были виновниками его беспокойства, кого-то обидели, а он и прибежал за помощью, увидав его ветхую халупу. Стук повторился с прежней силой. На секунду Иван Анатольевич даже замешкался, ища в доме ружье. А как же? Он привык к тому, что в тайге может быть всякое. Мало ли кто к нему пожаловал. Заблудившийся и напуганный путник ли, или же лихой человек, или же зверь. В прошлом году медведь-шатун, бродя по окрестностям, задрал у соседей корову. До этого стая изголодавшихся волков вырезала в поселении чуть ли не всех овец. Необходимо быть внимательнее, вмиг и ты можешь оказаться чьим-то сытным обедом. Или завтраком, как в его случае. Ружье у Ивана Анатольевича хоть и было старое, но являлось мечтой любого охотника. С ним можно и на волка, и на медведя, а при желании хоть на шустрого зайчишку. Однако сам Иван Анатольевич охоту не жаловал. Не то, чтобы совсем, но все же он больше любил природу, ее красотами любоваться. Любил и густые заросли кустарников, и поля, усыпанные луговыми цветами. Стук не прекращался. В дверь неустанно барабанили. «Иду». Господи, что же там такое случилось? Война? Уже стал хмуриться Иван Анатольевич на непрошенного назойливого гостя. За дверью он увидел 8-летнего мальчишку. Его звали Саней. Он стоял напуганный и растерянный. «Ну чего случилось-то?» Повторил он ему свой вопрос уже более ласково. Мальчик, запинаясь, протараторил. «Там, дед Иван, такое. Там такое. Там вновь волки напали, вновь всех овец подчистую. Председатель народ собирает. Ух, я ему и устрою охоту». Разозлился егерь, но, как ни странно, ни на диких зверей, волки не от сытой жизни прильнули к нам. Видимо, беда у них в лесу, видно, и вовсе дичь перевелась, вот они и... Да я ему то же самое. Но он приказал до тебя дойти. Все знают, что ты в волках лучше всех смыслишь, вот и... Хорошо. Погоди, сейчас оденусь, а потом и поглядим, что к чему, вздохнул Иван Анатольевич. Парня, принесшего раннюю весть, егерь знал уже давно, ибо обитал он у него уже довольно часто и уже чуть ли не родным сыном стал. Да и сирота был Сашка. Отец его погиб, отправившись в поход, да и замерзнув там, сдуру напившись самогона, пытаясь согреться в морозную ночь. А мать парня вовсе была непутевой, потеряв мужа, тут же бросилась гулять с кем ни попади. Вот и пришлось взять на себя Ивану Анатольевичу воспитание парня, а тому и самому нравилось слушать егерские рассказы да и изучать повадки дикого зверя. Своих детей он не имел, а старуха его уже давненько душу Богу отдала. Иван Анатольевич накинул на себя накидку, взял бинокль и отправился вслед за мальчиком к загону овец, принадлежавшему местному фермеру. Они увидели его издали ругающимся и угрожающим расправой волкам. Мол, пустит он их на ремни, да придушит собственными руками. Да мало ли угроз сыплется у разгневанного человека. Чего воздух сотрясаешь, Владимир Владимирович? Тебе ли не знать, что волки голодны? Весна на дворе. А им нужно волчат поднимать. Деньги-то деньгами, а кушать хочется всем. Не ты ли собственноручно прошлым летом немалую часть леса выжег ради наживы, чтобы оттяпать себе кусок земли, да пожирнее? А лес тот продал за бугор за сущие копейки. Скажешь, не было такого. Да по глазам твоим бесстыжим вижу, что было. Сурово отчитал его Алексей Анатольевич. Долгая жизнь в тайге научила его различать не только звериные повадки, людей он теперь тоже мог видеть насквозь. Не лезь, лучше не лезь куда не просят, старик. Живи себе спокойно, да не дергайся понапрасну. А с волками у меня свой разговор будет, короткий. Те сами решили пойти на меня войной, вот и получат либо вдоволь пуль, либо сытый обед, но последний обед в своей жизни за мой счет. А тебе совет добрый: подальше держи свой нос и не суй его, покуда тебя не спросят. Ведь иначе, Алексей Анатольевич, и тебя ненароком его лишить могу. Огрызнулся фермер. Мужик он был мутный. Поговаривали, что держал где-то целый отряд не то черных золотоискателей, не то и вовсе браконьеров, помышлявших незаконной рыбной ловлей. В общем, неведомо какой из него хозяйственник, но сволочь выходила порядочная.
Конечно, Алексею Анатольевичу было жалко барашков, но он знал, что Владимир Владимирович скрывал реальные обстоятельства дела, чтобы рассчитывать еще и на компенсацию от добродушного и ничего не сведущего в его тайных делах председателя. Скорее всего, он и овец своих частенько сам под нож пускал, благо в тайге всегда водится дикий зверь, коему свое нечистое дело можно приписать. Но лесным бродягам нынче действительно приходилось туго, а виной всему нажива Владимира Владимировича он, не щадя, жег и рубил гектары стройных елей, дубов и берез. Красоту на нет сводил здешних мест, вот живности, и приходилось либо кочевать с места на место, либо с голодухи нападать в ответ, разоряя его отарой мирно пасущихся овец. А что же делать? В такой разрухе, что он устраивал, и мышки полевой днем с огнем не сыщешь. В общем, вдохновленные боевым настроем Владимира Владимировича, подогретые с его барского плеча вкусной закуской и огненной водкой, двинулись собранные со всей деревни охотники в погоню за волками. Перед ними, как и положено, неслись вперед охотничьи собаки, пронзая своим звонким лаем еще не до конца прогретый утренний воздух. По пути, соревнуясь в меткости и не жалея патрона, мужики отстреливали тетеревов и белок, да и другую мелкую лесную живность, коей выпало несчастье попасться им на пути. Вожак стаи даже издали слышал лай преследователей, своих дальних собратьев. Всего беглецов было около 20 дюжин молодых самцов и голов 6 самок. Они недавно привели потомство, которое толком еще не окрепло. Поэтому и было принято решение не рисковать, а оставить его с опытной волчицей. А ей было чем похвастать. Мало того, что ее шерсть сохранила след от охотничьих пуль, так еще и вся ее морда имела узоры из глубоких грубых шрамов. Доверив ей волчат, молодые мамаши отправились в путь, нисколько даже спасая свои шкуры, а сколько отводя охотников от детенышей. Старая волчица, тщательно путая следы, уводила волчат глубже в глушь к поваленному дубу, за непроходимые заросли. Там, в этом еще не истоптанном человеком месте, можно было вдоволь поживиться и личинками древесного жука, и ящерицами. Не королевский, конечно, обед, но хоть что-то. Волчат прокормить, по крайней мере, на первых порах, было можно. Владимир Владимирович с охотниками тем временем тоже не мешкал. Действовал он профессионально, видно было не впервые ему этим заниматься, живность истреблять. Мало-помалу он оттеснил волчью стаю к горам и взял ее в кольцо, и дело осталось за малым — перестрелять серых. Скорее! Скорее! Поднажмем, ребятки! Уйти ведь могут черти лесные. Беспокоился и торопился фермер, хотя понимал, что пустое слово его, дело сделано. Волк осознал первым, что Владимир Владимирович его переиграл. Но сдаваться без боя матерый тоже не планировал, поэтому развернулся, ощетинился, приготовился защищаться. Стая, последовав его примеру, тоже оскалила пасть. Молодые волки, хотя и тесно жались друг к другу, при виде надвигавшейся на них своры охотничьих псов, твердо и уверенно ждали момента кинуться в последний бой. Охотники вскинули ружья и начали пальбу, намереваясь и духу волчьего на поляне не оставить. Грохот ружей, отчаянный рык волков и лай собак слились в единую беспросветную вакханалию. Вожак предпринял попытку наброситься на виновника этой бойни, но пуля его сразила уже в полете, не дав и коснуться Владимира Владимировича. А минут через 5 гул войны человека против волка сменился радостными криками победы первого над вторым. Охотники вновь полили в воздух, отмечая неравную победу, вновь бросились подогревать кровь еще оставшимся во флягах алкоголем. Прибыв на место, ни Алексей Анатольевич, ни названный внук его, Сашка, ничего сделать уже не смогли, только развели руками от горя. Егерь упал на колени и беззвучно плакал, Сашка, держась за него, стоя вытирал слезы рядом. Что же это такое?» — причитал Анатольевич. Они прибрали место побоища, захоронив волков в общей братской могиле в расщелине, придавив ее валунами не только в память о них, но и спасая от грабежа и вандализма другими лесными жителями. Дед заметил, что за все время ему не встретился ни один волчонок. «Где же они, малыши ваши?» Задумался он, бормоча себе под нос. «Деда, да что же они будут есть, в конце концов?» Присоединился к его заботам Сашка. «И я о том же», — ответил ему задумчиво Алексей Анатольевич, «необходимо скорее их найти, пока те совсем не истощали».
Но егерь с мальчиком не учли еще одну беду, которая могла внезапно свалиться на малышей со старой волчицей. Как бы умна она ни была, как бы ни старалась спутать следы, от основной стаи псов еще в начале охоты отбился один бывалый гончий пес, который и взял ее след, оставил основную стаю и занялся их розысками. Хотя волчица была опытная и ловко умела путать следы от человеческих глаз, Алексей Анатольевич тоже был не лыком шит и не дал обмануть свой наметанный стариковский глаз. Маленькие волчата не только оставляли пух, задевая колючие ветви зарослей на пути, но и следы своих маленьких лапок на влажной таежной глине. Поэтому отыскать их след ему труда не составило. Не знал старик лишь того, что пес со стаи Владимира Владимировича и тут его опередил. Завидев старую волчиху, пес тут же оскалил пасть. А позже разглядел и глазки испуганных маленьких волчат. Мамаша рыкнула на них, чтобы те поглубже попрятались в кусты, и вышла к волкодаву. Она понимала, что ей предстоит борьба не на жизнь, а на смерть. Молодой пес был силен. Но она обладала большим опытом в схватках, поэтому тут же одержала победу. Поспешишь, людей насмешишь, а нетерпеливому псу как раз не терпелось вцепиться в горло противника. Осторожной волчице удалось вывернуться и первой полоснуть острыми зубами нетерпеливого противника, тут же решив исход схватки. Однако хватка молодого пса, полного сил, лишила ее жизни, уж слишком глубока была нанесенная им рана. Сашка и Алексей Анатольевич подошли позже, когда трупы животных успели окоченеть. Лишь волчат они нашли в целости и сохранности. Как же их много притаилось в кустах. Заметил первым Сашка их светящиеся глаза. Ух, и правда. Чем же мы их кормить-то будем, бедолаг, затревожился тут же егерь. Но выход они все же нашли. Для начала обосновали для волчат прямо на месте логова, немного расширив и припрятав участок, вырубив кустарник так, что со стороны образовавшуюся поляну заметить было сложно. А затем стали наведываться к волчатам с кашей да молоком. Те, словно чувствуя их заботу, приняли Алексея Анатольевича ласково, разрешали им с собой играть, шутливо покусывая им ладони и пальцы. Аппетит у волчат был прекрасный, и росли они не по дням, а по часам. Вот так стая получится. Радовался им Сашка, когда те, завидев кормежку, спешили к ним с Алексеем Анатольевичем всей сворой навстречу. 12 молодых волков и 8 сереньких, пушистых девиц. Временами Сашка носился с волчатами наперегонки. Или скорее просто бегал за компанию, ведь еще малыши, а позже и подростки, они молнией рассекали заросли травы, одна лапа здесь, а другая уже там. Вскоре волчата настолько окрепли да возмужали, что стало ясно, молоком и кашей их уже не прокормить, и Алексей Анатольевич стал наведываться в город, где на местном рынке он скупал обрезки да масло. Тут-то он и столкнулся вновь с нерадивым Владимиром Владимировичем в очередной раз. И по обыкновению весь их начатый с колкой шутки про студень на все село фермера Владимира Владимировича перешел в явную угрозу со стороны последнего. «Знаю я, брат, что ты помышляешь отродье волчьи на ноги поднять. Затем и носишься сюда за сытным обедом для подкидышей своих. Но только знай, старый, не выйдет у тебя ничего. Я ни одного более волка в наших краях не потерплю. Всех порешу». Как Алексей Анатольевич не хотел вступать в перепалку, а все же пришлось. Задели егеря угрозы. Молчал бы ты, да не дерзил, Владимир Владимирович. Я ведь тоже многое знаю, да утаиваю пока по доброте своей душевной. Но надоест мне вскоре наблюдать за тщетными поисками Борьки Синицына пропадающих овец твоих. Недолго ему намекнуть на верный след, и быстро он выяснит, кто же теперь волков заменяет, пока тех самих в наших окрестностях не водится. Не по праву ты истинных обитателей из своего дома выпроваживаешь. Как бы самому опосля не пойти лес валить, да комаров кормить за преступления этакие. Владимир Владимирович уже и не нашелся, что возразить егерю на правду, уж больно она глаза колола. Он смолчал, но затаил в себе новый план избавиться он от назойливого старика, да и от конуры его. Да как только это ему в голову сразу не пришло. С планом Владимир Владимирович тянуть не стал, а в ту же ночь, взяв с собой верных ребят, отправился к нему. Те сразу открыли хлипкие засовы сторожевого домика, а войдя в дом и схватив старика, начали бить его, а тот и опомниться не успел. Сашка в эту ночь был у матери.
Однако, живя от егеря недалеко, он видел, как к его дому крадутся охотники. Видно, хотят выведать про волчат. Подумал он и стремглав бросился к ним. Но волчата-подростки были одни, они удивились его приходу, возбужденно обступили, принимаясь играть. И здесь Сашка понял все, не за волчатами охотники шли, за егерем. Деда Анатольевича. Только и смог выдавить из себя он и упал на колени. Но что же ему было горевать да бездействовать? Ведь в эту самую минуту беда творится с другом его, заменяющим ему отца родного. Бежать надобно. И Сашка, на удивление себе, нашел силы и побежал за помощью. Он знал, что помочь ему способен только участковый Синицын, голосить бесполезно. Он понесся за ним, а волчата, продолжая игру, за Сашкой. Но через секунду они остановились, ибо учуяли запах неприятеля со стороны егерского дома, к которому и навострились бежать, ведь играя, они носились только в одном направлении. Так и получилось, что волки понеслись спасать Алексея Анатольевича от охотников, не зная того. Увидев происходящее, что их кормильца обижают в волчатах, стремглав проснулся их хищнический инстинкт, и далее от охотников в разные стороны полетели только клочья. Не зная, куда деваться, Владимир Владимирович с подручными своими взобрался на верхушку хибары, которую желал стереть с лица земли. Вскоре поспели и Сашка с дядей Борей. Владимир Владимирович потерял свой боевой дух и не только раскаялся в содеянном, но и взял на себя множество других дел, коими промышлял, однако настолько хорошо у него они шли, что ни егерь, ни подельники о них и слыхать не слыхивали. В общем, отбыл он туда, куда ему пророчил Алексей Анатольевич вместе с дружками на 5 долгих лет. А волки вернулись в свой родной дом, да не просто вернулись, а потянули за собой приток и остальных лесных жителей: оленей, косулей, лосей да зайцев. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.